Всем привет, меня зовут Оскар, и с вами канал IT Вердикт. И большое вам спасибо, что вы очень тепло встретили обновление канала и с пониманием отнеслись к временной задержке в плане выхода видео. Поэтому не буду вас томить, надо же все-таки наверстывать, давайте начнем. А начнем мы с одного интересного устройства, которое я очень давно хотел себе приобрести. Это умные часы фирмы Allco модель W1. Ну и по традиции пару слов о внешнем виде. В общем, первое, что хочется отметить, это то, что часы тяжелые. Весят добрые 66 грамм и ощущаются в руках очень солидно. И это понятно, поскольку корпус часов выполнен из нержавеющей стали, и нет ее только на задней пластиковой панели. На руке часы смотрятся хорошо и при этом достаточно универсально, и на мой взгляд подойдут как к деловому стилю в одежде, так и к повседневному. Дисплей часов, который тут, кстати, AMOLED диагональю 1,39 дюйма и разрешением 400 на 400 точек, окружен едва заметным красным ободком, а вокруг него нанесены деления, которые, правда, носят лишь декоративный характер. В дополнение к этому часы, по заверению производителя, обладают какой-никакой пылевлагозащитой, однако, например, идти с ними в душ или плавать я все же не советую. Ремешок в комплекте идет из кожзама, он вполне обычный, в меру удобный, и его, естественно, можно заменить на любой другой, который придется вам по душе. В целом, внешний вид часов, на мой взгляд, очень достойный, они ни в коем случае не выглядят дешево и достаточно универсально. Ну и теперь, что же касается характеристик. Данные часы построены на базе процессора MTK 6580. Это четырехъядерный процессор, работающий в данном случае на частоте 1 ГГц с видеоядром Mali 400 MP2. И это полноценный мобильный процессор, который можно встретить в очень бюджетных телефонах, например, от Cubot или Doogee. А тут этот процессор и эта начинка в часах. Неплохо. Оперативной памяти 2 ГБ, а внутренний накопитель аж на целых 16 ГБ. Наличием такого большого для часов внутреннего накопителя скомпенсировано отсутствие слота для карты памяти. Но 16 гигабайт в часах, я думаю, этого хватит абсолютно для любых задач. По сути, эти часы обладают характеристиками бюджетного смартфона, что очень и очень неплохо. И если добавить к этому тот факт, что на задней панели имеется слот для нано-сим-карты, то по сути это и есть полноценный телефон с возможностью звонить, сидеть в интернете, выполнять прочие задачи, но об этом чуть позже. Далее, часы поддерживают 2G и 3G сети, имеют датчик сердцебиения и шагомер, и конечно же Wi-Fi, GPS-модуль, Bluetooth версии 4.0, а также большинство функций обычного Android смартфона. И в связи с такой мощной начинкой у меня больше всего вопросов вызывала именно батарея, которая при таких характеристиках и Android 5.1 была всего на 400-420 мАч и смотрелась, на мой взгляд, крайне неубедительно. Поэтому я решил проверить их в нескольких режимах работы. Первый режим – это режим выживания под максимальной нагрузкой. Подсветка экрана выкручена на максимум, экран не выключается, а также часы подключены к Wi-Fi сети, к телефону по Bluetooth, а также включена геолокация и часы работают в режиме навигатора. И в таком режиме часы проработали ровно 3,5 часа. Честно говоря, я думал, будет хуже. Следующие несколько тестов были при адекватном и реальном использовании. Это низкий уровень подсветки, которого тут вполне достаточно, сопряжение с телефоном по Bluetooth, а также периодический просмотр оповещений и использование интернета. И в таком режиме часы держались на одной зарядке от 15 до 30 часов, в зависимости от интенсивности использования. Ну и последний тест с минимальной нагрузкой, когда все виды соединения отключены, часы не использовались и просто лежали на полке. Пролежали они на одном заряде 2,5 суток, то есть 60 часов. Ну что ж, ожидал я, признаться, гораздо более плачевных результатов, однако у них получилось меня не разочаровать. Заряжаются они, кстати, достаточно удобно. В комплекте идет проводочек, который стороной с магнитными контактами притягивается к соответствующим контактам на задней панели часов. И начинается зарядка. Кстати говоря, этот же проводочек можно использовать для соединения с компьютером. Ну и теперь давайте посмотрим на эти часы в работе. Управление устройством осуществляется через сенсорный экран и две кнопки на правой боковой панели. Верхняя гасит экран и включает его, а также имеет дополнительные функции, о которых я расскажу чуть позже. А нижняя кнопка служит кнопкой назад в различных приложениях. По рабочим столам. На левом рабочем столе расположены все уведомления, которые поступают с вашего телефона, либо с приложений, установленных на часах.
На центральном расположен циферблат, который тут можно менять на огромное множество других, идущих в комплекте или скачиваемых из этого виджета. Ниже него расположен виджет погоды, а выше кнопки быстрого доступа. Кстати, тут как раз и можно выбрать один из 3 уровней подсветки, и как видите, первого для обычного управления часами более чем достаточно. С этого экрана есть также 2 свайпа вправо и влево. Слева находится информационный экран с временем, датой, уровнем зарядки и отображением, подключена ли к телефону сим-карта и подключен ли смартфон. Свайп же вправо переносит нас к шагомеру. Возвращаемся к циферблату, и справа от него находится то самое основное Android меню, где вы можете найти почти все функции смартфона, от записной книжки, звонков и смс до браузера, галереи и диспетчера файлов. И тут мы переходим к самой важной лично для меня особенности – это наличие полноценного Google Маркета. То есть на эти часы вы можете установить практически любые приложения из обычного маркета, которые поддерживаются начинкой данных часов. Почему же это было так важно для меня? Все дело в том, что на Android есть приложение, которое позволяет удаленно мониторить изображение с моей камеры, а также управлять ею при съемке. И это бывает чертовски удобно при съемке в некоторых ситуациях. И именно поэтому это, естественно, было первым приложением, которое я установил из Google Play. И, соответственно, то, из-за чего я и хотел подобные часы. Также я установил навигатор, который, как мне кажется, очень удобен для использования именно на часах, поскольку отвлекаться на смартфон в дороге не очень удобно, а взглянуть на часы и свериться с маршрутом – милое дело. В общем, что касается софта, то тут все зависит исключительно от вашей фантазии и от того, как вы планируете использовать данные часы. В остальном маркет с приложениями полностью в вашем распоряжении. И да, что немаловажно, оболочка часов подстраивает все приложения под экран. Однако, так как экран круглый, то частенько все же обрезается часть интерфейса, например, некоторые кнопки. Ну и тут разработчики молодцы и учли этот нюанс. Мы просто зажимаем кнопку включения-выключения на правой панели и сверху выбираем режим маленького интерфейса. И вот мы уже получаем обычный прямоугольный экран, который позволяет пользоваться всем интерфейсом любой программы. И единственным ограничением в этом случае будет то, что устройство, к сожалению, не поддерживает мультитач. Также в меню этой кнопки мы можем выключить устройство, перезагрузить его, включить режим энергосбережения, а также посмотреть открытые приложения и по необходимости закрыть часть из них. В общем, функционал действительно мощный, особенно если прибавить к этому возможность подключить сим-карту. Тогда часы превращаются в полноценный телефон, с которого можно звонить и принимать вызовы самостоятельно, не прибегая к помощи самого телефона. Да, наверное, это не самое удобное решение, однако, используя Bluetooth гарнитуру, почему нет? Сам же динамик у часов пригодный для оповещений, не очень громкий и ни о каком-либо прослушивании музыки, естественно, говорить не приходится. Но свои функции оповещений выполняет, да и для разговора годится. Сейчас пару примеров и сравнения с громкостью телефона. Ну и главное, для чего нужны умные часы или как обстоят дела с подключением их к телефону. Подключаются они как к Android устройствам, так и к устройствам на базе iOS. Делается это достаточно мудренно, и в описании будет ссылка, как правильно настраивается сопряжение. Для этого потребуется небольшое приложение V-Watch, которое есть в обоих маркетах. И при подключении к телефону в приложении появляются такие плюшки, как мониторинг контроля сердцебиения, можно выставлять цели для шагомера, можно найти телефон или часы, если вы потеряли одно из устройств, а также работа с геолокацией. Также можно звонить, например, через телефон, разговаривая только через часы. Однако есть одно но. Дело в том, что все, что связано с приложением V-Watch, работает, к сожалению, не так гладко. Иногда, хоть и редко, приложение вылетает с ошибкой при настройке каких-либо функций, но чаще бывает другая проблема, что устройства теряют связь друг с другом, однако сопряжение по Bluetooth при этом остается активным. Это, наверное, единственный большой минус часов, который мешает ими полноценно пользоваться в качестве компаньона для телефона. И, наверное, если у меня будет время, я постараюсь пробить контакты All Call и как-то
связаться с ними по поводу этой проблемы. Другое дело в том, что за счет функционала часы настолько автономны, что вы можете попросту поставить все ваши соцсети и мессенджеры в сами часы, подключить их по Wi-Fi, и дальше уже будет не сильно понятно, нужна ли вам эта самая синхронизация в приложении, поскольку, например, прием вызовов через часы работает и без приложения при обычном сопряжении по Bluetooth. В общем, такие вот интересные часы. Стоят они в районе 6-7 тысяч рублей в зависимости от наличия скидки на них, и, на мой взгляд, полностью оправдывают свою стоимость. На этом все, спасибо за внимание, я думаю, этот выпуск был для вас интересным, возможно, для кого-то окажется полезным и поможет определиться с выбором. В любом случае, оценивайте это видео, как считаете нужным, пишите в комментариях, что вы думаете о выпуске, подписывайтесь на канал, оценивайте видео еще раз, зачем я говорю 2 раза оценивайте видео, неважно. Не хочу я переписывать этот дубль, в общем, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и увидимся в следующих выпусках. С вами был канал IT Вердикт, пока! Without love in your heart.